Ребят, всем здравствуйте! Сегодня вместе с вами мы будем разбирать такую сложную тему, как желтение листьев у орхидеи. Причин на это масса. Вообще и ситуации бывают абсолютно разные. У кого-то листья желтеют, ну так скажем, по природе своей. И это естественный процесс. У кого-то вредители, у кого-то заболевания. Заболеваний их, как и у нас у людей, огромное количество. То же самое и у орхидей. Для вас я нашла, ну вот, буквально всего лишь 4 орхидеи. Дай бог, что и у меня их так мало. Пятна и желтение листьев, они бывают тоже абсолютно разные. Но у меня именно вот эти орхидеи, которые на данный момент вообще сподвигнули меня к записи видео. И с одной стороны, они меня тоже будоражат. Мне не нравится. Мне не нравится, когда начинается такое проявление. Давайте будем выяснять, стоит паниковать в таких случаях или нет. И, ребят, начнем с самого легкого, так скажем. Это орхидея, которую я буквально купила себе недавно. В этом видео можете про нее посмотреть. И смотрю, да, сейчас, что у меня листья, они подобмякли. Прям становятся такими мягкими, их легко согнуть, и, конечно, необходимо орхидейку напоить. Ну, сразу давайте заодно сделаем обзорчик. Все потому, что корневая система видно изначально, что сухая. Также видно, что местами она подпорченная. Необходимо мне пролечивать и постоянно давать сюда триходерму, как изначально я и добавляла. Ну что ж, желтение листа. Вот этот самый листик. И мне ранее кто-то писал о том, что его необходимо прям сразу удалять. Да нет, ребят, разницы здесь нет. И он бы еще, наверное, оставался зеленым, если бы я, так скажем, орхидейку не потревожила. Насколько вы помните, в том видео я избавлялась от торфяного стакана, мне приходилось убирать старый грунт и часть заменить на новый. И, может быть, да, в связи с этим орхидейка отсушила вот этот первородный, детородный листик. Когда она была еще совсем малюсенькой деточкой, этот листик у нее был один из самых первых. И даже в будущем при пересадке вы такие листья можете сразу удалять. Я их удаляю сразу. А на момент покупки и адаптации, ну, трогать их не стоит. Зачем лишний раз? Пусть орхидейка также возьмет отсюда питание и себе сделает пользу. Он сейчас со временем отжелтит сам, и он засохнет. И потом я его без проблем могу отсюда снять. Сейчас вот если даже тянуть, он идет в натяг. Мне нужно, если хорошенько его отсюда снять, то дернуть. Ничего я делать не буду. Это нормальный, ребят, природный и естественный процесс, которого бояться не нужно. Когда вы видите вот такие малепусенькие первородные листики, но здесь его листа нету, обычно их по два, с одной стороны и с другой. Переходим к следующей орхидее, у которой буквально я недавно заметила вот такое пятно на листу орхидеи. Давайте изначально расскажу про нее ситуацию. Она у меня вообще уже сидит года, наверное, 2. Это моя, так скажем, старенькая орхидейка. И в 2020 году, 2020-2021, когда я за ними не ухаживала, у меня орхидейка немного пострадала. У нее подпортилась корневая система. И сейчас, на данный момент, ну, я замечаю, что орхидея, в принципе, если вот так сказать, адаптировалась к новой пересадке. Так, пересадка была в сентябре прошлого года. И корешочки вроде бы наращивает внутри. Так, и вот здесь от основания тоже они наращиваются. Но мне не нравится их рост. Он какой-то замедленный, он какой-то заторможенный. И то же самое с листьями. Видите, листья за каждый раз, когда она его нового выпускает, оно с каждым разом все мельчает и мельчает. Вот сейчас у нее хоть и хочет новый листик прорасти, но там внутри его плохо видно, но он есть. И посмотрим, каким он будет. Не знаю. Конечно, с одной стороны, причин на то, что листья мельчают, их несколько. Но в моем случае, насколько я предполагаю и наблюдая за этой орхидеей, это либо стресс, либо, ну, просто стресс, да, после пересадки, либо стресс после заболевания корневой гнили, которая у нее была, либо это вообще до конца продолжает присутствовать в ней
какое-то заболевание, ну, может быть, грибковость. Вот, ребят, не скажу, потому что я не лаборант, и условий у меня для этого нет, но какая-то болезнь здесь сидит однозначно, потому что нормального, хорошего развития, как, допустим, вот такой орхидеи. Она пришла ко мне почтой в апреле прошлого года, она и то быстрее разрастила все корни, и, ну, как бы адаптировалась моментально. А это, пусть даже с сентября, если и пересаженная, вот прям заторможенная. Ну, вот еле-еле душа в теле и никак не хочет. Мне не нравится этот момент. Теперь я за ней смотрю, и давайте обратим внимание вот на этот лист. Изначально, если вот так посмотреть, но здесь нет ничего такого страшного, что укусы там каких-то насекомых, что-то еще нет, ребят. Это не тот сюжет, не того романа. Это просто механическое повреждение. Оно может проявляться также абсолютно по-разному. Где-то царапнули, где-то при транспортировке и прочее. И потом орхидейки со временем сами эти места себе затягивают. Но посмотрите, ситуация какая сейчас у орхидеи. Вот видите, ладно, поцарапалась, ну ладно, травмировалась, ну когда-то это было. А сейчас вокруг вот этой раны, так скажем, видите, начинает прорастать желтизна. Образовывается и появляется. Не было до этого. И, конечно, меня теперь сподвигнуло думать о том, что это действительно заболевание. Я уже по прошествии многих лет замечаю такое, что орхидея, она хочет расти. Ну, конечно, и благодаря препаратам, там, стимуляторам, все то, что мы им даем, они будут наращивать, да, листья будут наращивать, корни. Но нормального развития полноценного у орхидеи не будет, если она чем-то больна. То есть вот эта болезнь, которая сидит внутри, ну вообще самой орхидеи, скорее всего, не грунта, да, а самой орхидеи, потому что грунт новый, а орхидейка старенькая, ну так скажем, все равно. И когда она сидит, эта грибковость, и корни недоразвитые, то растут, то закуклятся, сантиметр даст, закуклит, сантиметр даст, закуклит. Листья тоже раз в такие заторможены. А теперь и вот эти вот проявления, которые я уже действительно думаю, что это что-то неладно. Теперь ее обязательно буду пролечивать привикуром, но давать где-то раз в 10-14 дней. Но полив у нее, в принципе, так и происходит. То есть в каждый полив. Кто-то спрашивает меня, а как часто вообще давать привикур? Я говорю, в каждый полив. А ведь, ребят, полив бывает у всех абсолютно разный. Кто-то раз в 3 дня, кто-то раз в 7 дней. У этой орхидеи раз в 10 дней. И желательно, ну вот именно давайте исходить из того, что полив привикуром раз в 10-14 дней, вне зависимости от того, сколько у вас, какое количество поливов там в неделю, либо вообще в месяц. Все, даю постоянно и смотрю, как уже орхидея в дальнейшем себя поведет. Насчет этого пятнышка хочу сказать лишь только то, что за ним наблюдаю. Пока ничего не срезаю, ничего не удаляю. Если эта желтизна будет прорастать, я его обязательно удалю. И место среза обработаю зеленкой, чтобы уж наверняка, в случае чего, предотвратить, ну что уж там есть. Давайте перейдем к моей излюбленной орхидее сорта Happy Minha, трудяга, работяга, вообще слов на нее нет, молодчинка, потому что постоянно, прям постоянно цветет. Ну ладно, в общем, она мне досталась в наследство, в каком году, наверное, тоже в 19-м, по причине того, что была подморожена. Я ее оставляла себе. Орхидея сама по себе по прошествию времени мощно нарастила себе корневую систему. Здесь ее видно. Нарастила себе листья. Было всего лишь у нее 2 листика. Сейчас, видите, ситуация красивая, все исправное. Но вот этот лист, который я стала замечать 3 дня назад, он мне не нравится тем, что желтеет ненормально. Так листья у орхидей желтеть не должны. Но получается, что это самый крайний, то есть самый нижний, да? По идее, у здоровой орхидеи, как изначально, ну, то скажем, отмирают от старости, что ли, листья, они начинают вот прям с конца желтеют к основанию. Потом, не знаю, там через год, полгода, полтора у всех по-разному тоже. Уже соседний лист, то есть они, ну так, одна другая, тоже от конца к основанию.
И это естественный процесс, но никогда это становится моментально. Сегодня один лист пожелтел, завтра другой, и это тоже не есть хорошо. Так не должно быть. Со временем, постепенно. Понятно, что вот эти все листья, они не могут быть у нее вечно. Каждый лист, он имеет свой, так скажем, возраст. Ну а сколько уж нам этого тоже не понять, мы это не узнаем. Но хочу еще вот заметить, что насчет этой орхидеи, видите, не могу ее поднять, она до того тяжелая, эта орхидея. Какая, ну какой некрасивый, прям какой-то желтый, вот такой некрасивый. То тут пожелтел, то там пожелтел, какие-то вот такие вкрапления еще небольшие есть, коричневые. С одной стороны, можно было бы ну, подумать, что это нормально. Бывает такое, да, у орхидеи, что это нормально. И в основном такие вот тоже проявления на листах, именно желтизна. Когда корневая система обновляется, ну, по каким-то различным причинам, либо отмирания, там, либо омоложения, и вообще каждый корень отвечает за свой лист. Ну, питает свой лист. Допустим, вот этот лист там питает часть этих корней, этот лист вот эти корни. Ну, к примеру, я не знаю, кто из них есть кто, но есть такое. И случается так, что, допустим, какие-то корешочки гниют, и листья начинают тоже пропадать. Но здесь вот, глядя на ее мощную, хорошую, идеальную корневую систему, даже я не замечаю ни одного корня внутри, что он плохой. Их здесь, плохих корней, нет. Ладно, теперь еще вот есть такое, когда листья желтеют от основания. Это может быть гниль. Различная. Черная, серая, мокрая, пошло-поехало. Вообще любая. Также я вот здесь вот чешуйка была, я ее отодвинула. Ну вот пока вижу, да, что с одной стороны желтеет, но вот так вот она желтеет. Но ничего страшного я не нахожу. Лист отодвигаю аккуратненько, тоже в него заглядываю, но не нахожу. И опять же еще такой есть момент, когда листья вот так вот желтеют от основания. Видите, какое количество возле этого листа корней? Ну, ребята, эти корни уже наросли давным-давно. Если бы действительно случилось так, что есть такое, они начинают корни при росте рвать ствол, ну, рвать лист, вот этот вот, который сидит рядышком, прям разрывают его, и этот лист начинает желтеть. Но эти корни наросли уже давным-давно. Если бы было, то было бы изначально. Что на данный момент, какой у меня остается вердикт? Ну, думаю, лишь только потому, что орхидея просто-напросто от старости решила его снять, отжелтить, потому что с виду все хорошо. Вот прям повода для беспокойства у меня абсолютно нету. И думать о том, что это, только лишь вот такие. Если, ребята, у вас какие-то свои предположения, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, я вот не знаю. И она у меня, не сказать, что засушенная, может быть. Кстати, бывает тоже такое, когда орхидейку, тем более цветущую, крайне аккуратно нужно относиться к поливу. То есть она у вас не должна... А, кстати, может быть, вот, ага. Сижу тут сразу рассуждаю. Видите, вот орхидея цветущая. И бывает такое, когда корневая система, ну, не знаю, по каким причинам мы про них забываем и воду вовремя не даем. Для того, чтобы орхидея процвела дольше, и, естественно, необходимо влаги больше. Ни в коем случае нам не нужно подсушивать корневую систему. Вот у этой орхидеи были такие случаи, да, грешу. Есть такое, и замечаю, что порой корни даже начинают морщиниться. И, естественно, орхидея все свои залежи начинает брать от листьев. Может быть, ребят, такой процесс и случился. Напишите, тоже интересно знать ваши комментарии. Вот здесь вот лист сам по себе тяжелый горшок. Он, видите, начинает как будто бы сохнуть, усыхать. Возможно, да, кстати, такая, что просто лишь-напросто отсюда берет питание. Ну, конечно, судя по корневой системе, на данный момент видно, что корешочки у нее сухие. Грунт местами увлажненный, ну а в основе он сухой. Единственное, только лишь вот здесь он влажный. Все, разобрались, думаю, что. И давайте
перейдем к заключительной орхидее, которая у меня на данный момент цветет вот так. Это азиатский подросточек. И смотрите, начинает, вот тоже мне кто-то до этого в комментариях писал, видите, она как домашнее цветение после покупки дала, ну, так скажем, небогатая, всего лишь 3 цветочка. И сейчас начала доращивать еще 2 бутончика. Но будут ли они цвести, мы, конечно, об этом узнаем. Возможно такое, что я от цветения буду избавляться. Ситуация, смотрите, какая. Видите, лист начинает также желтеть. Кстати, желтеет практически одинаково вот с этой орхидеей. Только у этой орхидеи с левой стороны, у этой справа. И тоже как будто бы начинает подзасыхать. Видите, желтение какое с одной стороны является ненормальным. Но проглядев орхидею полностью, я тоже вот прихожу. Но здесь, конечно, ситуация отличаются. С одной стороны, кажется одинаковые, но нет, ребят, маленечко разная. Ту орхидею давайте вот Happy Minho посмотрим. Хочу заострить ваше внимание именно на цветочках, потому что позже вы узнаете, о чем я говорю. Вот в основе хорошо, когда с одной стороны чисто белая орхидея, на них все видно. А вот на таких вот здесь цветочек, ничего не видно. И смотрите, каждый цветочек, он является чистым абсолютно. Вот проглядев, просмотрев, я убедилась, что здесь ничего, никаких наростов, точек, там потертостей нету. Давайте посмотрим на данные цветочки. Вот буквально недавно, дня 3 назад, у этой орхидеи я заметила вот что. Местами на лепесточках присутствует. С обратной стороны то же самое есть. Так, и еще вот у этого цветочка. Эти вкрапления могут присутствовать по 2 причинам. Насколько я сталкивалась по прошествии множества лет опыта, это, ребят, либо вредители, либо грибковость. Но просмотрев саму орхидею в целом, я не заметила ни на листьях, вообще абсолютно нигде. У меня все целое, даже красного клеща, вот как я его выявляю, я посмотрела, абсолютно нет ничего. Также листья, они все целые абсолютно. Никаких наростов, никаких покусов, даже вот эти липкие пятна, которые могут также происходить от вредителей, их нет. И второй вариант, что это может быть, это грибковость. Скорее всего, я склоняюсь именно к этому. Потому что у орхидеи, если мы посмотрим на ее корневую систему, в целом, как будто бы с виду хорошая, нормальная, пока на данный момент не активная, не растущая. Но случилось именно потому, что орхидея, она цветет. И сил, так скажем, при этом наращивать еще корни у нее нету. Смотрите, она доращивает себе бутончики, еще 2 будут. Значит, это такой сорт, который имеет свойство доращивать. Ладненько, давайте корни смотрим. Вот эти вот 2 корня соседние. Я за ними наблюдаю и смотрю, знаете, какую картину. Вот на этот корень, когда надавишь, он, так скажем, начинает мокреть. То есть это плохой гнилостный корень. И здесь начинается грибковость, начинается корневая гниль. Конечно, чтобы мне предотвратить этот процесс, я начинаю орхидею обрабатывать привикуром. И вот эти вот точки, которые мы здесь сейчас видим, такое проявление может быть тоже от грибковости. Вот такие пятна очень хорошо видно на чисто белых орхидеях. И знаете, если бы это был вредитель, я же уже сталкивалась с красным клещом и знаю, как он выглядит. И пятнышки у них маленько разные. Если красный клещ, то получается вот эта точечка, она не такого желтоватого цвета, а в основе как рыжеватая, красноватая. По цвету они маленечко отличаются. Вот именно на чисто белой орхидее я тогда заметила это пятно и обратила внимание на то, что у орхидеи клещ.
как только изначально я вообще его вывела. От чего произошла такая ситуация, что у орхидеи именно на цветочках образуется грибковость? Ну все, ребят, потому что они у меня стоят на окнах. Где-то плюс отопление, и помещение, оно не проветривается. Конечно, зимой я окна открыть не могу. И бывает, что происходит вот такая ситуация. С одной стороны, паниковать не нужно и не стоит. Ничего страшного. Она, кстати, не передается на другие орхидеи. Замечено мною также со временем. Бывает еще, конечно, что вот такие, ну вот если с этой стороны посмотреть, когда при транспортировке, но это домашние орхидеи, здесь маленько случай другой, при транспортировке вот так тоже об опору что-то где-то травмируется. Ну, вот если, допустим, в таком случае, да, вот так потравмировалась, и вот такие тоже потертости. Но она стоит дома, ее никто не трогает, никуда не транспортирует. И все, я склонна лишь только к тому, вот с этой стороны посмотрим, что у орхидеи просто-напросто грибковость. Даю ей обязательно в полив фунгицид и смотрю внимательно, пристально за орхидеей. Мало того, что я буду в полив наливать, также еще буду в листики добавлять. Ну и плюсом опрыскивать цветы. Как уж там орхидея себя при опрыскивании поведет, скинет цветы от препаратов, либо нет. Мы, конечно, узнаем это чуть позже. Но, с другой стороны, смысла сохранять цветение я не стараюсь. Я в первую очередь сохраняю всегда растения, потому что цветение это дело наживное. А если вдруг что-то случится не так именно с самой орхидейкой, это уже будет плачевно. И, конечно, можно было бы подумать, что вот здесь у листа тоже развивается какая-то грибковость. Ну, ребят, чисто, все чисто. Даже мокрых пятен по полу я никаких не замечаю. Видите, шея чистая, все, ствол чистый, и там под корнями, ну, тоже нет ничего такого страшного. И ситуация в итоге, что с этим листом, я также склонна именно думать, что орхидею я иногда периодически засушиваю. Она, насколько я поняла, тоже вот эта азиатская орхидея является водохлебом. Да и вообще, когда орхидея при цветении, они больше потребляют воды. И как всем другим орхидеям, которым положен полив, они потребляют воды, допустим, но я их поливаю где-то раз в 10 дней. Эту мне приходится поливать раз в 5-7 дней, то есть чаще. И случается так, что я орхидейку эту засушиваю. И, конечно, чтобы ей сохранить цветение, она уже питание берет из данного листика. И лист, посмотрим, он также желтеет, как у Happy Minha. Он просто-напросто отсыхает. Это, с одной стороны, является нормой, если нет ни вредителей и нет никакой проблемы у шеи. Ну все, ребят, просмотрев мои орхидейки вместе с вами, конечно, свои комментарии вы можете написать и свои предположения высказать. Но насколько я понимаю, на сегодняшний день у меня нет повода для беспокойства. Конечно, кроме как вот за этой орхидеей, мне нужно будет наблюдать за ее пятном. И, конечно, это я сейчас тут расслабила булки, так скажем. Но вы тоже, в свою очередь, должны не паниковать. Если вы увидели желтение листа, кто-то гай, гуй, там все начинали, побежали, там начинаем резать, стричь, что-то делать, вот лишь бы спасти орхидею. От чего, ребят, спасаем? От вас только лишь если. Наберитесь терпения, наблюдайте. Я за ними наблюдаю. Вот за этой орхидеей я уже наблюдаю сколько дней? Ну, дня 2-4, не помню. Но дня 2-4 я за ней наблюдаю. Вот за этой орхидеей я наблюдаю 3 дня. Ну, где-то примерно, да, вам говорю. А вот за этой орхидеей я уже наблюдаю неделю за чисто белой. Этот листик, он давно у нее начал желтеть. И нет повода для беспокойства до тех пор, пока, не дай бог, вы увидите. Вот заметили, что лист пожелтел, и бывает такое, что вот прям разом появляются пятна различные. Черные, серые, там всякие разные. Вот тогда-то мы паникуем, вот тогда-то мы начинаем резать и лечить. А когда вот такие вот процессы, мы только, конечно, можем догадываться, по каким они причинам появляются, но все равно не суетитесь, не паникуйте. Дайте орхидейке, так скажем, самой
выбраться из этой ситуации. Но нету повода для беспокойства абсолютно. Даже если вот эта орхидея, да, при всех тех предположениях, которые я вынесла, и какой мой вердикт в итоге, насчет цветочков и корней, это, конечно, грибковость, насколько я понимаю правильно. А вот этот лист, так как я ее засушивала, при цветении это делать не стоит. Если сушите корневую, она орхидея, чтобы вообще питать цветочки, чтобы цвести долго, они либо начинают вообще убирать цветение, ну то есть цветочек засыхает и все, либо берут питание из листа. Здесь как бы ситуация двояка. Но я при этом смотрю, что тургор у нее хороший. Листики у нее идеальные, упругие, не морщинистые. Все, я не беспокоюсь и я не волнуюсь. Но строго-настрого, конечно же, за ней наблюдаю. И вот такая, ребят, у меня ситуация с орхидеями на сегодняшний день. Дай бог пронесло. Дай бог у них все нормально. И видео про гнили я вам поставлю вот сюда в плейлист. Вы можете там посмотреть, их масса у меня было тоже на моем канале. И которые мои орхидеи, которые приходили на продажу, можете все там посмотреть. Ну, даже интереса ради, чтобы у вас были знания. Всем, ребят, всего самого доброго. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Делитесь моими видео в своих социальных сетях. Всем пока.